Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз. Старинный цыганский пасьянс. Декабрь 2025. События на пороге. События с первых дней месяца. Давайте с вами узнаем, что прояснится и что ждет ваш знак зодиака в сфере финансов, в личной жизни, ну и по части вашей работы, ваших планов или достижений. И, конечно, последний месяц уходящего года мы, как правило, подводим итоги и строим планы на будущее. Вот с чем это будет связано? Давайте узнаем, что нам раскроют карты. А я бы хотела сказать, что ситуация может отчасти напоминать год тому назад то, что с вами случилось, или какая обстановка складывалась. Открутите киноленту собственной судьбы в декабрь 2024, а также январь 25. Почему? Планета Уран, мои дорогие, она сейчас переместилась из вашего знака зодиака ненадолго, до 26 апреля 26 года, в знак Тельца. И это напоминает один в один ту конфигурацию, которую мы проживали в конце 24 года. Тоже ретро-движение, тоже в знаке Телец. И тоже это было декабрь и январь. До 4 февраля 26 это какая-то из серии дежавю. Может повториться ситуация, или, может быть, вы сами будете какую-то менять конфигурацию ваших дел. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз, расклад о личной истории каждого из вас не расскажет, но я так думаю, мы проведем с вами приятное время, и какие-то подсказки вы получите. Я оставлю ссылку в описании под видео для вашего знака на декабрь 24-го. Кому интересно, вы ведь уже прожили, правильно, этот период. И во что это вылилось, вы можете просмотреть как на дистанции. Ну, словно так вот в бинокль смотреть, оглядываясь назад, с чем это было связано. И для кого актуально, вы можете найти и на канале и декабрь, и январь 25-го. Но мы узнаем сейчас, что ж там спешит на ваш порог. Начало месяца, какие события. Именно на событийный ряд больше нам раскрывают карты события, ну или какую-то историю. Они нам могут не рассказать об эмоциональном переживании, состоянии души, а вот какие-то вопросы могут как раз и подсказывать. А вот интересно, какое-то желание у вас сбывается. Это может еще также означать, что вы, возможно, собираетесь в какое-то путешествие, в дорогу. Но все же корабль– один из символов Меркурия, кстати. И в этой колоде цыганского пасьянса конкретно и исполнение желания. Есть желаний много, но вот у вас именно пока одно, но это всегда возможности. Это новый интерес, это новый вкус свободы, это желание путешествовать тоже. А может быть, с учетом Меркурия, быстро перестраиваться вам придется, что-то переигрывать. Или перестраивать что-то, может быть, некоторые конфигурации вашей жизни. Но тут со знаком плюс, тут то, что вас радует, мои дорогие. Дважды, трижды посмотрите. Когда голубь выпадает, это благополучие. Вот какая бы ни была суматоха, а если голубь выпадает, значит, все кончится хорошо. Поэтому даже если что-то начинается как-то непонятно, криво, но, значит, постепенно все разбирается, да, имеется в виду, все какой-то порядок приобретает, цикличность. Что это может быть и еще? Смотрю, что у вас еще совпало. Не так много совпадений. А вы знаете, когда немного совпадений в пасьянсе, чаще это говорят, что сам ритм жизни, он такой спокойный, размеренный. Но и планетарно-то ведь оно тоже так же. В декабре это только если мы именно что-то с приставкой переделываем, пересматриваем, переоформляем. Или об этом мы явно раньше думали, предполагали, может быть, не было возможности, предпосылок, инструментов, у кого что. А здесь вот как раз какая-то история может и проясняться. У кого-то любовь, смотрите.
Роза именно о любви. Но в целом, правда, спокойное течение жизни, так и хочется сказать, потому что не так много значений. Но мы сейчас с вами добавим на колоде Таро, и я смотрю, что по вертикали и по горизонтали, потому что мы можем в крайних рядах складывать карты. Но вот я тоже не вижу ничего. Что бы мы тут могли с вами соединить? Остановимся на том, что вот благополучие, осуществление какой-то либо мечты, либо желания, может быть согласование, может быть у кого-то банально. Бумага важная будет подписана, это для вас будет уже как своеобразная победа, которая приносит и радость, и вдохновение, и все, что с этим следует. Но вот есть одно желание, которое явно исполняется у близнецов. Ладно, пойдем с вами дальше. Дополним колоды Таро. И первая карта. Что уйдет или что вы завершите сами? Может быть и дело. До ума довели, поставили точку, к этому больше возвращаться не будете. Может быть и связано с какой-то прежней ситуацией, историей. А что нового придет? Что придет взамен? В целом, с чем это будет связано или с кем? Кто или что спешит на ваш порог? Именно с позиции нового. И вот достанем третью карту, она будет чего опасаться, за какое дело не браться, в чем быть осторожным. Что прояснится? Вот давайте узнаем. И по основным сферам жизни, чего ждать, любовь, личная жизнь, в целом взаимоотношения, чего ждать в сфере финансов. И чего ждать по части ваших планов, договоренностей, важных встреч, ну и, может быть, документов, контрактов. Итак, что ж там уйдет? Одиночество. У кого-то вот именно чувство одиночества. Может быть, это будет старший аркан, кстати. Конечно, эта карта может говорить о том, что и вы куда-то уходите или от кого-то уходите. Я такое допускаю. У кого что актуально, ведь мы все разные, хоть объединяет знак зодиака. Но, тем не менее, у каждого какая-то своя траектория судьбоносная. Но девятка, старший аркан, впереди перемены. Может быть, это какие-то события, которые вокруг вас, они вас заставляют изменить свои планы. Потому что тут мы, ну, в позиции все же тут идет, что уйдет именно, да, или что вы завершите. Может быть, какая-то была прежде невозможность, не случайно тут получается у нас, что возможность как раз есть, и как минимум исполнение одного желания есть. И, возможно, это какая-то проблема, которой вы уже занимались длительное время, но все что-то не стыковалось. Хотя для кого-то из вас может быть наоборот переезд, мои дорогие. Причем тот, который вы будете делать сами, рассчитывать сами на себя. И более того, вы об этом даже никому не расскажете. Вот у кого-то даже может быть и так. Потому что старший аркан влияют внешние события, обстоятельства. Или у кого чего сложилось до этого времени, понимаете? А понятно, у каждого свое. Но важное решение– это как жизненный путь. Когда, ну, вроде как нужно уже отправляться в путь. Или все же это философ, да? Это есть что-то более важное, к чему нужно стремиться. Вот какую-то тут вы конфигурацию явно меняете. Но есть и возможность завершить одиночество, мои дорогие. У кого-то так, смотря на что вы уже готовы или чего вы хотите. А что придет взамен? Ну вот сама фортуна берет над вами шефство. Не теряйте времени. Тут нам не говорят, что конкретно, опять же, второй старший аркан. Сама судьба как будто берет бразды правления над вами, мои дорогие. И почему не терять время? Э, Обратите внимание, у нас колода колесо года, кругом колеса. И цикличность, да, мы говорим, а на колесо мы смотрим и понимаем, что колесо как будто сначала идет наверх, достигает, или ситуация, ну так, иносказательно, достигает пика, а потом будет неизбежный спад. Вот когда карта выпадает, тут фортуна вам как будто подыгрывает, вам что-то помогает. Может быть, это в виде того, что вы нужных людей встречаете. Или оказия, какую-то важную бумагу оформить, подписать, договориться. Или быть в нужное
время в нужном месте и еще и встретиться с каким-то человеком. Может быть, и познакомиться. Вот, кстати, почему нет? А у вас тут любовь. И где-то планетарно это тоже может быть. Или это пусть будет та встреча, которую вы уже планировали. А может быть, это касается больше деловой сферы. Но время, да, тут самое главное. И не теряй как будто времени, потому что сегодня эта возможность есть, а завтра ее может не быть. Но фортуна на вашей стороне. Что придет, если мы спросили, как высшие силы вам помогают? Ну тогда чего же опасаться, за какое дело не браться? Не беритесь за какую-то замшелую историю. Не пытайтесь еще раз что-то вернуть или заново что-то сделать. Или подумать, что нет, я не согласен или не согласна. Я сейчас попробую как с новым рывком, со свежими силами, новыми энергиями переделать, решить какой-то старый вопрос. То, что уже застряло, оставьте. Оставьте все как есть и идите дальше. Суждено, так тут, посмотрите, старшие арканы одни, да, вам выпадают. Тут вы во власти какой-то внешней, может быть, даже истории, которая связана с мироукладом, миропорядком. У кого-то ведь такое может быть. Когда тут ваше желание – это одно, а то, что складывается, каким-то образом оказывает влияние на вас. Или какие-то прежние контакты, договоренности. И люди, они будут больше. Мы все где-то в этот период до Нового года, но где-то и в январе еще тоже, мы больше будем заняты каждый самим собой или своим собственным благополучием. И если для вас что-то складывает, словно судьба, в единый красивый узор, тогда нужно соглашаться или не мешкая как-то с этим правильно провзаимодействовать. Мудрые решения, от этого вы не уйдете. Но как будто именно мудрые решения вам позволяют кому-то выйти из одиночества, на что-то решиться. Но тут как, знаете, совершенно новый жизненный путь. И правда, кто-то из вас именно перемещается. Причем, знаете, так вот аккуратно, в одиночку, сохраняя самого себя, вот так вот мудро, очень рассудительно и с предельным вниманием к тому, что происходит вообще вокруг. Вот вам все это нужно учитывать. Три старших аркана как раз об этом и говорят. Но если мы спросили, на что не соглашаться, да на то, что уже застряло. Может быть, я допускаю и какой-то человек в вашу жизнь очень хорошо знакомый, может, до боли знакомый. И вы будете как раз завершать какую-то прежнюю историю, потому что вам это надоело. Интересы поменялись. Ваши внутренние какие-то энергии, которые вас зовут за собой, да, вот колесо фортуны. Тут тоже что-то меняется. Вы сами, мои дорогие близнецы, меняетесь. И поэтому в зависимости от этого вы будете пересматривать и планы, и методы, и вообще кто-то даже окружение. Вот я такое могу допустить. Что же прояснится? Ну, наверное, я не случайно это сказала, поэтому еще один старший аркан, какая-то судьбоносная ситуация, мои дорогие. Но, видимо, не случайно выпадает корабль, исполнение желания. Каково бы сложно вам не было, но в конечном итоге это заслуживает того, потому что вы остаетесь довольным. Может быть, и тяжеловато где-то себя организовать, или организовать себя на что-то быстро, или быстро решиться. По сути дела, какой-то выбор вы делаете. А 20-й старший аркан «Дорога к свету» называется. Поэтому пусть Уран в Тельце, не в вашем знаке, он в ваш знак еще перейдет, да, после 26 апреля 26 года. И уже где-то там будет, может быть, менять вас, вашу жизнь более активно. Но уже какие-то предпосылки по части вашего решения, точнее, вопросов вашего благополучия. И у кого-то это вот как раз благополучие может быть связано с домом, у кого-то с взаимоотношениями. Ну, у кого-то, наоборот, может быть ситуация по работе. Старшие арканы именно говорят, что для тебя сейчас что-то складывается. С одной стороны, ты на это повлиять не можешь, но если ты без предубеждений, ну, не против течения можешь плыть, а готов как раз проскользить по этим волнам, то тогда явно бонусов больше. Тогда вот к свету как будто мы и выходим.
а вообще непонятно. Но явно тут что-то завершается, правда? Потому что вот как эта дева прекрасная, да, смотрите, она идет по холодной такой заснеженной пустыне, но ее вера или вот как высшие силы, мы говорим по фортуне, помогает. Вот этот луч света, куда он упал, и она не чувствует ни холода, ну и даже буквально там, где снега растут цветы. Вот что-то, знаете, как имеет смысл, имеет очень большой вес для вас. И это такое переходное значение между прошлым и будущим. Избавление от боли, избавление от страданий. Вот что прояснится. Видимо, были какие-то ситуации, которые с болью, страданиями, с разочарованиями были связаны. И вот теперь вы, может быть, и на что-то решитесь. Кто-то из вас будет обучаться чему-то новому. Очень символично для вас вообще, мои дорогие близнецы. Вот если Уран, пусть он уже в апреле в конце 26-го перейдет в ваш знак зодиака, Уран в вашем знаке чувствует себя более комфортно. И поэтому, может быть, новые цифровые технологии, новые какие-то системы. Вас это все может привлекать ваше внимание, интерес, причем такой неподдельный. Работа в интернет, изучение иностранных языков, само по себе передвижение, кстати, для кого-то, ну, просто захочется путешествовать. Вот, понимаете, если до этого времени, ну, как-то было так вот обособленно или словно в каких-то рамках, то вот здесь вы как готовитесь какому-то такому значимому квантовому скачку, не побоюсь сказать, в вашей жизни. Может быть, поэтому что-то изучаете. Все то, что новое, это вас манит. Ну, точно. Все то, что я говорила. У кого-то перемещение, мои дорогие, у кого-то вообще тут жизнь меняется. И если нам говорят, тут не оглядывайся назад, тогда здесь по аркану колесница, тебе полный вперед. Прошлое не имеет значения, потому что как прошлое, то, что уже произошло, не давлеет над нами. Да даже методы уже не будут работать. Тут вот почему вы как чувствуете, понимаете, веяние времени. Вы, может быть, чувствуете, есть такое выражение, чувствовать, как растет трава. Вот что-то подобное, еще один старший аркан. Конечно, эта карта может даже банально для кого-то говорить, что вы хотите поменять автомобиль. Вот иногда такое тоже бывает. И вы будете думать, раньше, допустим, вы рассматривали вообще одни какие-то варианты, или, допустим, одну ценовую категорию с одним, с какими-то там, ну, бонусами, да, а здесь у вас какая-то задумка будет совершенно иная. Вас может заинтересовать то, что прежде вы даже говорили: "Нет, меня это не интересует". То есть какая-то перезагрузка у вас идет, мои дорогие. И если для кого-то путешествия, которые откладывались и откладывались, кто-то из вас скажет: "Все, жизнь идет, а я ее все оставляю на потом". И устремится как полный вперед. Вот посмотрите, много активности, но как будто есть та тема, которую нужно изучить. Ладно, давайте будем это вот то, что будет проясняться. Путь дальше, ведь это карта успеха. Личная жизнь, чего ждать? Ух ты! Мир, мои дорогие. Ну, вы, может быть, несете буквально мир в раздоры, между отношениями, например. Может быть, это и даже взаимоотношения по работе или ваше ближайшее окружение. Вы как третейский судья, ну, если родственники, да, присутствуют, или у кого-то, может быть, и дети, и взрослые дети, то есть, или еще какие-то сложные ситуации, которые касаются вашей личности и ваших планов. Поэтому вы здесь именно как миротворец выступаете, и главное, и для вас бонусов больше, и всем хорошо. Вы здесь можете набирать популярность. Для кого-то опять же будут путешествия, и пусть личная жизнь, но это не только про любовь, это именно ваша личность, желание вашей души. И 21-й старший аркан, правда, какое-то желание у вас тут исполняется. А вообще ощущение, знаете, у вас может быть, как что-то не просто хорошее, одно исполнилось, а как перед вами мир открывает границы свои или врата, да? Самих-то по себе границ нет, потому что это карта пространства. Стоит только захотеть и не потерять времени даром. Вот много карт старших арканов. Это всегда своеобразный выбор. Может быть и сложновато сделать, но вы его явно сделаете. Отшельник, он всегда четко как формулирует что-то.
или он как будто делает выводы, как выжимку из нескольких направлений, и потом для себя определяет что-то основное. И понятно, что если даже в позиции, что уйдет, это почему я сказала, вы уходите, а потому что что-то уже не важно, что-то малозначимо, не имеет смысла. Финансы. Вот тут не замечтаться, вот это факт. По семерке мечей. Будьте внимательны, если у кого-то вопросы кредитов, подписания документов или каких-то важных бумаг, которые потом на вас накладывают обязательства именно по части денежного эквивалента. Это могут быть и когда вы, может быть, кому-то помогаете или берете, как оформляете бумаги, кто-то берет даже кредит, пусть не вы, а вы идете поручителем. Вот здесь семерка мечей – это всегда карта вора. Буквально эта карта также вам говорит, и, кстати, прилежная ученица, может быть, освоить новые технологии. Потому что по этой карте нужно проверить пароли аккаунтов, не переходить по непонятным ссылкам, может быть, суметь различать, что это вообще фишинг или это на самом деле что-то достойное пришло мне на e-mail. Мои дорогие, себя беречь. Увы, интернет – интересное место, но это небезопасное место. И эта карта вора называется, поэтому, мои дорогие близнецы, будьте внимательны к сумочкам, портмоне, кошелькам, карманам, ко всему абсолютно, как и в сфере интернет или каких-то новых цифровых технологий, да? Но так и буквально в нашем материальном мире, то, что мы называем кэш. Не расслабишься, вот это точно. Хотя, знаете, вы не то, что вы расслабитесь, а вот большое количество старших арканов говорит о том, что вас может многие направления могут интересовать. Или вы, как, знаете, на таком душевном подъеме можете быть. Или может быть, в такой ситуации, когда много приходится перемещаться, когда вам это все нравится, когда вы чувствуете, что, лед словно тронулся, и вы можете быть просто этим вдохновлены. Это то состояние, когда у нас словно розовые очки. Вот тут нет. По части финансов все должно быть четко. Ваши достижения. Вот тут смотрите. Может быть, это у вас как раз получится, хочется сказать, рассмотреть какую-то опасность, да? Или вот где-то, кстати, да, нам ведь тоже говорили, смотрите, старший аркан. Мы можем, если соединим, две карты со знаком минус. Здесь четко позиция, чего опасаться, за какое дело не браться. Это, казалось бы, то, что вам знакомо. Может быть, это в том, в чем себя считали профессионалов. Может быть, это даже какой-то метод вашей работы, мои дорогие. И вы думаете, у меня же словно все, знаете, как до мелочей, до грани все отточено, я уже профи. А тут возьми что-то невидимое, раз тебе поменялось, и может быть ляпсус. Поэтому может быть тот ляпсус, который в конечном итоге выражается в деньгах. А если мы говорим о каких-то персонажах, которые тоже вам знакомы, то тогда будьте внимательны, кто вам там что предлагает. Потому что тут, какая-то не очень красивая история в итоге может получиться. И я так допускаю, что на ваши-то достижения выпадает туз чаш. Это где-то и про корабль, и про исполнение желаний, про какую-то радость, мои дорогие. Может быть, это вы чей-то хитрый план разгадаете. И вот посмотрите, потому что тут вы что-то сумеете явно прояснить. И по аркану суд 20-й, старший, мы в чем-то точно поставили уже точку. И даже оборачиваться туда не хотим. И более того, тогда и жизнь как будто с правильной ноги. Видимо, время где-то воздействует на вас, чтобы вы сами изменились, и изменили где-то свои методы, подходы, мои дорогие. Но тогда для вас это еще и дважды полезно, потому что явно есть какая-то история, которая тоже должна быть. Как или метод, или, может быть, какой-то ненадежный человек, может быть, тоже завершен тот, у кого чего касается. Или освоение, если даже новых каких-то технологий, тогда научиться себя беречь, потому что эквивалент в конечном итоге – деньги, но возможности есть, мои дорогие, и будут. Перекладывайте на себя, а я благодарю
за вашу поддержку, за ваши искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной, мои дорогие близнецы. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.